Привет, на связи Ёж, и сегодня мы разберем сразу 5 способов заработка от $100 в сутки. Большую часть из этих способов я испробовал на себе сам, а о некоторых из них вы даже услышите сегодня впервые. А самое главное, я подобрал только те способы, в которые можно погрузиться удаленно, и в которых потолок заработка ничем сверху не ограничен. А также для этого не нужна какая-то там высшая математика или аспирантура. Тем самым каждый из вас найдет для себя что-то такое, что будет для него ближе, чем все остальное. Так что подписывайся на мой канал, ставь лайк, не будем терять ни секунды, погнали! И первое, кем вы можете стать, чтобы начать зарабатывать от $100 в сутки, это музыкальным продюсером. Это то направление, с которого я сам начинал зарабатывать деньги в интернете приблизительно 11 лет назад. И мой первый удачный стартап. Еще в те далекие времена мне удавалось на этом зарабатывать по 10-15 тысяч рублей в день. Я промониторил рынок и понял, что за 11 лет практически ничего не изменилось. И спрос даже сейчас значительно превышает предложение. И вашей основной целевой аудиторией здесь будут начинающие музыканты, которых, как вы понимаете, сейчас просто пруд-пруди. И пусть вас особо не пугает такое громкое название, как музыкальный продюсер. Сейчас я подробно расскажу, как все работает в этой схеме. И те зрители, которым это приглянется, потом могут взять и повторить. Все крутится вокруг того, что каждый музыкант хочет, чтобы его музыку услышало как можно больше народа, а его самого все кругом узнали. Причины у каждого свои. Кто-то хочет на этом зарабатывать, кто-то просто хочет, чтобы его музыку услышали. Мы же в данной схеме выступаем некой такой прослойкой между слушателями и артистом. Артист платит денежку, а мы показываем его творчество широкой аудитории. А теперь мы разберем, как можно это сделать, чтобы вложений было минимум, а профита максимум. Чтобы и артисты были довольны, и вы при этом заработали хорошую денежку. И речь пойдет о такой вещи, как посевы в социальных сетях. По крайней мере, это сейчас так называют. В мое время это не называли никак, я, можно сказать, был основоположником, и поэтому просто назвал себя продюсером. Работает это приблизительно вот так. В каждом паблике ВК есть кнопка «Предложить новость». И админам сообществ каждый день нужен новый контент, чтобы кормить своих подписчиков. Следовательно, вы можете предложить в сообщество трек музыканта, какую-нибудь красивую картинку и умную цитату. Если админы посчитают этот пост достойным, они нажмут кнопку «Опубликовать». Очень часто еще используют такую фишку, как подборка из треков популярных артистов, куда естественным образом затесался ваш музыкант. То есть алгоритм действий такой: сначала вы должны отобрать базу популярных сообществ. Мы отбирали те сообщества, в которых больше 100 тысяч человек. 11 лет назад это было 4800 пабликов. Уверен, что сейчас их значительно больше. Далее вы можете использовать один из двух способов распространения. Первый — это ручной человечий труп, второй — это автоматизация. В первом случае человек сидит и раскидывает по всем этим сообществам контент вручную. Очень хорошо, если он будет понимать, в каком сообществе какого вида контент нужен, потому что это увеличит шансы на публикацию. Во втором случае мы просто берем большое количество аккаунтов и раскидываем везде, где только можно. То есть берем нахрапом. Я точно лимиты не помню, но, по-моему, с одного аккаунта мы можем разослать в 100 сообществ. То есть, чтобы разослать в 5000 сообществ, нам нужно 50 аккаунтов. И на самом деле охваты, которых получалось добиваться подобным способом, были просто шикарными. Ну то есть из этих 5000 сообществ сотня тебя публикует по-любому. И зачастую вас публикуют миллионники, мультимиллионники и в целом огромные сообщества. А еще из этих сообществ потом начинают разгребать контент в более маленькие. Тем самым артист доволен, а вы заработали денежку практически нажатием одной кнопки. Такие способы я люблю больше всего, где трудозатраты просто минимальнейшие. То есть вспоминаем самую лучшую бизнес-модель, где доходы стремятся к бесконечности, а расходы стремятся к нулю. При всем при этом 11 лет назад не было всяких разных подписочных сервисов, вроде Spotify, ВК-музыки и так далее. Сейчас же артист, который залетит куда-нибудь в чарты или топы, многократно отобьет свои вложения. А сейчас мы переходим ко второму способу заработка, который не менее крутой, чем первый. И речь пойдет про YouTube-продюсеров, которых очень и очень мало. И здесь спрос тоже очень сильно превышает предложение. И если вы все нормально выстроите и будете слушать дядюшку Ежа, то ваш доход может быть выше 10 миллионов в месяц. Что же такое этот мифический YouTube-продюсер и кто же его целевая аудитория? А целевая аудитория YouTube-продюсеров — это все те ютуберы, которые стремятся стать популярными. То есть практически все. Но чтобы у вас были всегда хорошие заказы, вам нужны железные кейсы. Потому что никто не захочет приходить к YouTube-продюсеру, у которого на канале 200 человек и 4 комментария. Ну а известных в России можно пересчитать на самом деле на пальцах одной руки. Это, например, Виталий Голованов, Продвигейт, Влад Козыра и Канаден. Больших я на самом деле не вспомню. Поэтому вы можете спокойно откусить свой кусок пирога и начать зарабатывать на этом хорошие деньги. Что же такого делает YouTube-продюсер? За что ему готовы платить? А YouTube-продюсер делает из маленьких каналов большие каналы.
ну или хотя бы каналы побольше. Ваша задача помогать подбирать интересные темы, делать крутые превьюшки, описания, а также оптимизировать ролики, то есть добавлять туда теги, ключевые слова, описания и тайм-коды, а также помогать решать их технические проблемы, например, камера неправильно стоит или звук хреново настроен. Все эти недочеты должен помогать решать YouTube-продюсер, чтобы сделать продукт лучше. То есть сами видите продюсер от слова продукт. А теперь давайте подумаем, как можно стартануть в этом направлении и как можно обзавестись кейсы. Первое, что вы должны делать, это вести свой экспертный блог на YouTube. По крайней мере, если вы собираетесь продвигать на этой площадке. Вы должны понимать, что это довольно-таки конкурентная среда, и выйти на большие просмотры за короткое время будет сложно. Поэтому нужно запастись неким терпением, усидчивостью и, возможно, даже отдавать себе отчет, что первые 2 года результата взрывного не будет. Но при этом вы должны стремиться к тому, чтобы контент становился все лучше и лучше и мог конкурировать с топами рынка. В этом ремесле я рекомендую выпускать хотя бы 2 ролика в неделю продолжительностью больше 10 минут. Чем больше, тем лучше. Выпускать же ролики каждый день на первых порах смысла вообще нет. Вы этим заколебете только свою аудиторию. Да и согласитесь, делать круто и каждый день просто невозможно. Ну то есть с основным каналом мы разобрались, он будет создавать вам основной поток клиентов. Но чтобы вам было что показывать в своих кейсах, проще всего получить хорошие результаты можно в сервисном контенте или в YouTube Shorts. Сервисный контент — это тот контент, на котором нету вашего лица и зачастую даже вашего голоса. А следовательно, вы можете переводить его и запускать на абсолютно любые языки, что расширяет ваш охват в десятки, а то и сотни раз. Подобными примерами могут быть каналы о готовке, ASMR, залипательный контент и прочие подобные вещи. Короче говоря, здесь залететь на миллионы просмотров гораздо проще, чем на экспертном контенте, и это логично. И этими же кейсами вы можете делиться на своем основном канале. Ну а потом, когда уже пойдет хороший поток клиентов, вы сможете делиться уже их результатами. Тем самым, чем больше у вас канал и чем больше у вас будет кейсов, тем больше будет у вас клиент. Это замкнутый круг. А тем временем мы переходим к третьему направлению, на котором можно зарабатывать хорошие деньги. И это партнерский маркетинг. И в этом ремесле ваш заработок будет тем больше, чем лучше вы умеете собирать трафик. В партнерском маркетинге вы будете рекламировать продукты рекламодателей и получать с этого хорошую комиссию. То есть ваша задача приводить людей, которые будут что-то покупать. И чем их будет больше, тем больше вы заработаете. В этом ремесле я рекомендую не распыляться и сосредоточиться только на одном каком-нибудь источнике трафика и долбить только его. Это может быть ВК, Директ, e-mail рассылки, пуши, SEO, Дарвей, что угодно. Самое главное, чтобы стоимость заказа выходила значительно дешевле, чем стоимость трафика, на который вы потратили деньги. Если же вы новичок, то можете сосредоточиться на бесплатных или условно бесплатных источниках трафика. Например, e-mail рассылки, SEO, шортсы и так далее. А также вы можете пройти дарвейную движуху и начать зарабатывать деньги на зарубежном партнерском маркетинге. Вас ждут десятки часов контента с автором, имеющим 11-летний опыт, то есть со мной. Научись делать автоматически созданные сайты, получать трафик и конвертировать его на партнерских программах. Научись зарабатывать хорошие деньги в валюте или биткоинах без знания других языков. Вас ждет сразу 7 моих лучших обучающих программ, где вы научитесь автоматизировать, масштабировать и делегировать свои задачи. Залетай на движуху сейчас по промокоду, который вы видите сейчас на экране, и да пребудет с тобой сила. Короче говоря, партнерский маркетинг — это очень большое и очень обширное направление, где крутится огромное количество денег. Но здесь вам по-любому придется научиться продавать и разбираться в трафике. А четвертое ремесло, на котором вы можете начать зарабатывать хорошие деньги, это фриланс. Это такие сайты, как fl.ru или же, например, Quark. Если вы умеете что-то делать и умеете делать это хорошо, то вам огромный плюсик в карму. Вы можете на этом зарабатывать деньги. Например, всегда очень востребованы услуги монтажеров, дизайнеров, программистов или 3D-модельеров. А если копнете чуть глубже, то поймете, что практически на каждой услуге можно зарабатывать. А что же делать тем людям, которые вообще ничего не умеют? Ну прям от слова совсем. И они на самом деле тоже могут зарабатывать и очень даже неплохо. Окей, можете открыть тот же самый Quark и набрать в поиске продажа баз. И увидите, что на это все есть огромный спрос. Базы контактов, базы организаций, базы почт, базы телефонов, базы ключевых слов и так далее. Все это тоже есть товар, и все это тоже имеет определенную ценность. Вы можете продавать что-то, чего физически не существует, но что имеет ценность для какой-то определенной категории людей. Не знаю, собирать там, например, контакты с Яндекс.Карт и сортировать их потом по категориям. Вы можете очень удивиться, но кому-то может пригодиться база цветочных магазинов или база барбершопов. Например, какой-нибудь там оптовик хочет сделать целевую рассылку со своим УТП. И если вы плотно займете вот эту вот маленькую нишу, то можете зарабатывать и $100 и больше в день. Главное мыслить креативно и думать о том, на что у людей может быть спрос. А пятое направление, на котором вы можете зарабатывать хорошие деньги, это на товарке. И здесь огромнейшая градация всего и вся, под разного рода виды
и предпочтения. То есть, например, можно заниматься перепродажей на каких-нибудь Авито, Юле и так далее. Однако я не перестану повторять, что гораздо большие деньги и с меньшими энергозатратами можно зарабатывать на опте. Потому что в реальности продать фуру ноутбуков затрачивает практически столько же энергии, сколько продать один ноутбук. А вот профита с этой сделки будет в сотни раз больше. Поэтому я рекомендую сосредоточиться не на розничной торговле, а на опте. И да, это те самые ребята, которые могут скупать базы данных, например, там цветочных магазинов, если занимаются цветами, или базы данных книжных, если занимаются книгами. Если вы планируете этим заниматься, то я крайне рекомендую вам научиться спокойно относиться к отказам. То есть это абсолютно нормально, если из 100 раз вас 99 раз пошлют, но на 100-м вы закроете свою сделку. Здесь нужно научиться быть неким таким пробивным человеком, который нацелен на результат. Это, наверное, ключевой навык, который помогает зарабатывать оптовикам огромные деньги. А еще, например, вы можете заниматься маркетплейсами, то есть выкладывать товары на Озон, Wildberries и, например, Яндекс.Маркет. Там ваш результат по большей части будет зависеть от того, насколько круто вы умеете оптимизировать свои карточки. То есть великая SEO-оптимизация и вывод в топ вам поможет и в этом ремесле. Например, у меня знакомый вывел на 7-е место ключевое слово леггинсы, и у него чистая прибыль 30-60 тысяч рублей в день. И на самом деле подобных товаров у вас может быть огромное количество. А если вам, например, не нравится заниматься трафиком, то вы можете, например, создать свою партнерскую программу. То есть построить все так, чтобы выплачивать людям определенную денежку за подтвержденные заказы. Например, даже у Ежа есть своя партнерская программа. Вы можете, например, рекомендовать своим знакомым мое обучение и зарабатывать на этом денежку. То же самое вы можете организовать и в своем товарном бизнесе. На самом деле аренда или покупка платформы для партнерского маркетинга стоит не столь больших денег и доступна практически каждому из вас. Короче говоря, товарный бизнес существует уже тысячи лет и будет существовать до тех самых пор, пока существует цивилизация. Выходит, мы разобрали сегодня с вами такие направления, как музыкальный продюсер, YouTube-продюсер, партнерский маркетинг, фриланс и, конечно же, товар. Я специально выбрал те направления, которые могут зайти разным категориям людей, потому что у кого-то больше технический подход, а кого-то больше влечет к творчеству. Кстати, напишите в комментариях, кому вы больше относите себя, к творческому человеку или больше к технарю. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и посмотрите другие ролики, которые вы видите сейчас на экране. Они тоже очень интересные и очень полезные. Не будем терять ни секунды, встретимся там.